Сильный и справедливый российский солдат, защитник и освободитель, герой, остановивший не одну войну. Вежливый человек вновь становится символом мира. В современной истории нет примеров проведения подобных операций. Хирургическая точность, слаженность действий, высокая ответственность за жизни гражданских. Профессионализм, выдержка и решительность – отличительные черты вежливых людей. Мы отправляем неонацистов в ад, работаем в городах и населенных пунктах, спасая жизни гражданских. Вежливый человек – желанный гость на любой земле, пораженной коричневой чумой. Мы не врываемся в чужие дома, не топчем флаги и не отнимаем того, что нам не принадлежит. Мы выступаем в качестве инструмента мира. Это не остается незамеченным. Мы не используем гражданских в качестве живого щита. Мы не размещаем технику на территориях детских садов, школ и больниц. Это отличает нас от боевиков запрещенной в России организации. Нас, но не их. Народ Украины видит это, но цивилизованный мир остается слепым. Любой тезис требует аргументации. Прошу, уберите от экранов детей. Это случилось в первый день весны. Из Волновахи Донецкой области по предоставленному народной милицией ДНР коридору под белым флагом попытались выйти мирные жители. Увидев это, засевшие в городе нацисты в упор расстреляли пытавшихся спастись людей. Если человек не желает выполнять функцию живого щита, его жизнь теряет смысл для так называемых защитников Украины. В Лисичанске, что под Луганском, украинские вооруженные формирования ворвались в городской роддом, в том числе и в отделении реанимации, где в бюветах лежали новорожденные дети. Они установили в окнах пулеметы и оборудовали огневые точки. Здесь я воздержусь от комментариев. Делайте выводы самостоятельно. Европа называет подобное военными преступлениями, но такая оценка не распространяется на тех, кто действует против России. Почему? Правда паршива, но оттого убедительна. Мы имеем дело со скотами, но сами не теряем человеческого облика. Мы — люди, воспитанные любящими матерями, наученные вежливости. Это должен знать каждый.